Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео я с радостью хочу представить вам свой новый мастер-класс на куколку-фиалку. Эта девочка третьей серии цветочных. Первая была колокольчик, вторая подсолнушек и третья вот такая фиалочка. Возможно, она не совсем похожа на фиалку, но у нее вот такие присутствуют цветочки на голове, более-менее подходящие. И платье я связала в оттенках этого цветочка. Девочка небольшая, ее рост всего 22 сантиметра. По материалам: глазки 10 миллиметров, крючок кловер 2,25. Они маломерки, поэтому если у вас обычный крючок, то используем двоечку. Пуговки 8-9 миллиметров, 2 штучки. Из пряжи основной цвет это Ярнард джинс персиковый. Расход чуть больше половины моточка. Из одного мотка я связала эту девочку и тело от второй. Вот такое, и у меня еще остался такой небольшой клубочек. Так что расход маленький. Волосы связаны из Alize Cotton Gold. Я цвета подписываю на экране, так как сейчас не помню дословно, какой это номер. Тоже небольшой расход. Дальше желтый 35, его понадобится совсем немножко на пояс и на вот такие небольшие детали в середине цветочка. Фиолетовый светлый, потемнее, тоже расход очень-очень маленький. Фиолетового у меня был полный моток, но я вязала еще другое платье, поэтому выглядит как будто его меньше. Также понадобится белый цвет для вывязывания трусиков. У нее такая очень красивая фигурка. Для туфелек я использовала зеленый цвет Ярнард джинс, но вы можете использовать абсолютно другой. На мой взгляд, этот зеленый не очень сочетается с фиолетовым и, в принципе, с образом этой куколки. Но так как она из серии, там у меня все 3 куколки именно в таких цветах ботиночек, в зелененьких. Поэтому я оставила такой цвет, чтобы как-то приобщить ее именно к тому, что она цветочек. Дальше, для укрепления шеи я использую вот такую проволоку. Она довольно плотная. Покупаю я ее в обычном магазине, не на маркетплейсах, поэтому ссылку я дать на нее не могу. Плотная, с помощью инструментов, каких-нибудь там плоскогубцев, закручиваю ее, складываю пополам, потом вот так перекручиваю и обматываю лейкопластырем. Лейкопластырь вот такой в рулоне размером 2 сантиметра. Очень мне удобно с ним работать. Голова здесь на нитяном креплении, то есть она поворотная. Очень легкий способ, если такой не пробовали раньше, обязательно посмотрите видео. Во второй части я покажу, как прикрепляется такая голова. По материалам вроде бы все рассказала. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, я на них обязательно отвечу. Приятного вам всем вязания! Начинаем вязать ручки. Для этого делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Кольцо затягиваем. Дальше вяжем второй ряд, провязываем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда, получается, вяжем по 2 столбика. Провязываем первая прибавка, в следующую петлю вторая, и так 6 раз. В итоге у нас получится 12 столбиков. Третий, четвертый и пятый ряд, это всего получается 3 ряда, провяжите по 12 столбиков без накида. Вот такая у нас получилась деталь. В шестом ряду провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы будем вывязывать пальчик. Для этого провяжем 4 столбика с накидом в одну петлю с одной общей вершиной. Делаем накид, в следующую петлю вводим крючок, вытягиваем нить, провязываем первые 2 петли на крючке. Это провязали первый раз. Второй раз также накид, вводим крючок, вытягиваем нить, провязываем первые 2 петли. Третий раз
и 4. Все это дело в одну петлю. Теперь провязываем вместе 5 петель на крючке. И дальше вяжем 6 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, пальчик поправляем, чтобы он больше выпирал с лицевой стороны. Третий, 4, 5 и 6 столбик. В этом ряду у нас получилось также 12 столбиков без накида. В 7 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. Повторяем так 4 раза. Провязываем 1 столбик и убавка за передние полупетли. Второй раз точно так же 1 столбик, убавка. Третий раз 1 столбик, убавка, и 4-й раз провязываем столбик, убавка. Получилось в этом ряду 8 столбиков. Добавляем наполнитель, и следующий ряд, 8, провязывайте 8 столбиков без накида. Вяжем 9 ряд, 1 столбик без накида, провязываем прибавку. Дальше вяжем 3 столбика без накида, первый, второй, третий, снова провязываем прибавку и 2 столбика без накида. Первый, второй. Закончили этот ряд, получилось у нас 10 столбиков. Следующие 12 рядов, это с 10 по 21, провяжите по 10 столбиков без накида. Наполняем хорошо нижнюю часть ручки, серединку наполняем средние, верхние ряды около 5 не наполняем совсем. Провязали 12 рядов, теперь нам с вами нужно сложить ручку вот так, пальчик вперед, и довязать необходимое количество столбиков, чтобы сгиб был ровно по направлению пальчика. Мне для этого потребуется провязать еще 1 столбик. Если у вас смещение идет более сильное, вам потребуется больше количества столбиков. Теперь провязываем, захватывая первый столбик и последний возле крючка. Провязываем 1 столбик без накида. Также захватываем следующие петли. Второй столбик. Третий. 4 и 5. Воздушная петля. Нить вытягиваем, обрезаем. Длинную нить оставлять не нужно, потому что мы будем ручки ввязывать. Вяжем вторую точно так же. Начинаем вязание с ножек. Для этого набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 4, 5 и 6 петля. Далее вяжем со второй петли от крючка прибавку. Дальше провязываем 3 столбика без накида, по одному в каждую петлю. Первый столбик, второй, третий. В последнюю петлю провязываем 4 столбика. Первый в эту же петлю, второй в эту же третий и в эту же петлю 4. Теперь вязание у нас
плавно перешло на вторую сторону цепочки. По второй стороне вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и в последнюю петлю провязываем прибавку. Закончили первый ряд, получилось у нас 14 столбиков. Последний столбик я отмечаю ниточкой, оставшейся от цепочки изначальной. Вяжем второй ряд. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Далее провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Теперь вяжем подряд 4 прибавки. Первая прибавка. Вторая. Третья. И четвертая. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Далее вяжем 1 прибавку. И в последнюю петлю вяжем 1 столбик без накида. Получилось в этом ряду 20 столбиков. В третьем ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй. Вяжем прибавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем прибавку. Второй раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. И третий раз вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Довязываем оставшиеся 2 столбика. Первый, следующую петлю второй. Закончили третий ряд. Получилось у нас 24 столбика. Следующий ряд четвертый вяжем только за заднюю полупетлю. Провязываем 24 столбика без накида. Вот у нас идет передняя и задняя. Мы вводим крючок только за заднюю. Вяжем так весь ряд. Следующие 2 ряда, это 5 и 6, провяжите по 24 столбика без накида. Уже за полноценный столбик, захватывая переднюю и заднюю полупетлю. Провязали, обратите внимание, где у меня заканчивается ряд. Он ровно посередине. Если у вас вязание уходит в сторону, смещаются больше столбики, то провяжите дополнительно 1-2 необходимых столбика и перенесите конец ряда ровно на середину. В 7 ряду провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Далее вяжем подряд 6 убавок за переднюю полупетлю. Первая убавка, вторая, третья,
4-я, 5-я и 6-я убавка. Далее довязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Получилось в этом ряду 18 столбиков. Следующий ряд 8. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и провязываем подряд 4 убавки. 1, 2, 3, 4. Довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили этот ряд, получилось 14 столбиков. Добавляем наполнитель. В 9 ряду вяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 12 и 13 столбик. Теперь нам нужно провязать убавку посередине пятки. Для этого захватываем последний столбик предыдущего ряда и первый столбик этого 9. Получилось у нас в итоге 13 столбиков. Следующий ряд 10, вяжем 13 столбиков без накида. В 11 ряду провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую петлю провязываем прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. Провязываем снова прибавку и довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. 1 и 2. Добавляем наполнитель в нижнюю часть ножки. Формируем ее кругленькой. Вот так будет выглядеть у нас готовая ножка. Следующий 12 ряд провяжите 15 столбиков без накида. В 13 ряду вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 13 и 14 столбик. Теперь провязываем в последнюю петлю прибавку. В итоге у нас получилось в этом ряду 16 столбиков. Следующие 3 ряда с 14 по 16 провяжите по 16 столбиков без накида. В 17 ряду провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 13, 14. Далее провязываем убавку. Получилось в итоге 15 столбиков. 18 ряд вяжем 15 столбиков без накида. Провязали. Теперь снова обращаем внимание на то, где располагается конец ряда. У меня это на середине пятки. При необходимости вяжите дополнительные столбики. Переносите ряд на серединку. В следующем 19 ряду провязываем убавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида. 1,
второй, третий, четвертый. Теперь провязываем подряд 3 прибавки. Они находятся спереди ножки. Это коленочка. Первая прибавка, вторая и третья. Дальше провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И вяжем убавку. Провязали этот ряд. В итоге получилось 16 столбиков. Следующий ряд, 20, провязываем 16 столбиков без накида. В 21 ряду провязываем прибавку. (14 столбиков без накида). Первый, второй, 13 и 14 столбик. Снова вяжем прибавку в последнюю петлю. В итоге у нас получается 18 столбиков. Следующие 2 ряда, это 22 и 23, провяжите по 18 столбиков без накида. В 24 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Снова провязываем прибавку и довязываем 4 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось сейчас 20 столбиков. 25 и 26 ряд вяжем по 20 столбиков без накида. Последний столбик в 26 ряду не довязываем до конца, оставляем 2 петли на крючке, присоединяем нить белого цвета, довязываем столбик уже другим цветом. Подтягиваем все хвостики, обрезаем и будем сейчас в следующем ряду их сразу же ввязывать. Следующий ряд, это 27, белым цветом мы провязываем 20 столбиков без накида, сразу же ввязывая хвостики. Следующий ряд, 28, по-разному вяжется для левой и для правой ноги. Чтобы не путаться, всегда проще ориентироваться так. Берем ножку, которую связали первую. Вот только что по видео, вторую у вас еще нет, только первую вы сделали. Теперь нам нужно провязать так, чтобы вязание заканчивалось на вот этой точке. Складываем ножку пополам, носочек впереди. Вязание должно закончиться с этой стороны. Это получается, что в 28 ряду мы его, этот ряд, до конца не довяжем. Приблизительно провяжем где-то 15 столбиков из 20. Сейчас я провяжу и скажу, сколько получится у меня. У вас может отличаться это количество, если идет более сильное смещение столбиков. И вы его не делали в процессе вязания. Столбики смещения не провязывали. Так, 3, 4, 14 и 15 столбик. Складываем ножку. Ряд заканчивается на сгибе. Там, где нам нужно. Все, теперь следующую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем. Длинный хвостик оставлять не нужно, потому что мы будем дальше вывязывать из ног туловище. Все, откладываем эту первую ножку, возвращаемся в начало видео, вяжем вторую, 27 рядов. Связали. Теперь 28 ряд для второй ножки. Нам нужно, чтобы вязание заканчивалось не с этой стороны, с левой, а с противоположной, с правой стороны.
Для этого мы вяжем полный ряд 28, это 20 столбиков без накида, плюс еще дополнительно около 5-6 столбиков. Провязали это 28 ряд, 20 столбиков. Теперь вяжем до сгиба. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Складываем ножку. Мне нужно провязать еще один столбик. Получится 6. На первой ноге нить обрезали, на вторую нить не обрезаем. Мы продолжим сейчас вывязывать тело. На данный момент вот у нас что получилось. Обе ножки заканчивают вязание во внутренней части.